Приветствую всех, кто меня смотрит. Сегодня я приглашаю всех желающих посетить замечательный, просто необыкновенный музей в испанском городе Малага. Это уникальный музей, в котором собраны редкие экземпляры старинных автомобилей. Некоторые из них являются просто произведениями искусства, и почти все имеют свою историю или принадлежали какой-то знаменитости. Эта великолепная частная коллекция, занимающая площадь 6000 квадратных метров, рассказывает не только о развитии автоиндустрии, она еще гармонично переплетается с коллекцией высокой моды, таких знаменитых модных брендов, как Chanel, Dior, Prado. Трудно придумать лучшее место для семейной экскурсии в Коста-дель-Соль. Итак, мы на месте. Это внутренний дворик бывшей королевской табачной фабрики, а сегодня здесь находится музей раритетных автомобилей. Кроме основной выставки, в здании этом проводят показы мод, музыкальные концерты, различные презентации и конференции. В последнее время популярны свадьбы на старых автомобилях, которые можно здесь брать на прокат. Во внутреннем дворике музея такой вот замечательный фонтан, и деревья вокруг создают нужную прохладу. Но мы не будем терять время и зайдем внутрь. У входа нас встречает такое вот чудо. То ли самолет, то ли машина. Нет, все-таки машина. Даже сиденья у входа здесь выполнены в автомобильном стиле. Очень оригинально. А рядом такая вот инсталляция в виде гоночного авто, сделанного из фар, как я понимаю. Заходим в музей. 9,50 вход и 2 евро за аудиогид. Слева видим композицию. Машина, дерево, платье. Это символ музея. Символ развития автомобилестроения и дизайнерского искусства. Мода, искусство и дизайн – в этом заключается суть, идея этого музея. Проходим дальше и видим старинную заправочную Shell. Напоминает дисковый телефон. Не представляю, как работала эта штука. А рядом находится автомобиль французской марки Didion Bouton. Команда реставраторов назвала его «Скелет в 5 коробках», так как именно в 5 коробках они получили то, что оставалось от этого автомобиля. Рядом на манекене женский наряд, соответствующий именно той эпохе, когда ездили на этом авто. Сегодня мы видим машины яркими и блестящими, но поступали они в коллекцию в основном в очень плачевном состоянии. Отсюда и произошел девиз: сложные реставрации решены быстро, и только невозможные заняли больше времени. На этой стене мы видим плакаты, которые когда-то украшали стены известного кабаре Мулен Руж в Париже. Это единственные экспонаты музея, которые были подарены владельцу коллекции. Все остальное было им куплено: и автомобили, и дизайнерские наряды мировых брендов. Как вот в этом зале, например, где все экспонаты являются оригиналами и напоминают нам давние события, когда умер Кристиан Диор, и все работники его дома мод запаниковали и не знали, как быть дальше. И тогда его помощник, 21-летний Ив Сен-Лоран, представил свою коллекцию, которая и спасла бренд. Этой выставкой почитается память Диора, Ив Сен-Лорана и других мастеров высокой моды. А сейчас мы переходим к автомобилям. Однажды король Португалии Карлуш I прибыл на поезде в Видагу на севере Португалии, и его встретили на единственном имеющемся в городе автомобиле, на этом зонтиком бельгийской марки Минерва. С таких вот самодвижущихся карет и выросли наши современные автомобили. Тонкие колеса, диван и лакированная отделка. Для маленьких скоростей этого было достаточно. Однако среди них появился и первый гоночный автомобиль, вот этот. Эта модель стоила $750. Выставленные наряды рядом с автомобилями очень дополняют картину.
Можно себе представить, как выглядели пассажиры этих раритетных авто 100 лет назад. Все наряды на манекенах оригинальные. Иногда знаменитые кутюрье создавали наряд под новый выпускаемый в продажу автомобиль. Это машина для пикника, использовалась для поездок за город по воскресеньям всей семьей. А этот автомобиль уже рассчитан для более длительных путешествий. И манекены опять же одеты по моде тех лет, начала 20-х годов прошлого столетия. Дальше идет машина с дополнительным сиденьем сзади, для свекрови, как в шутку говорили тогда. Следующая машина декорирована пауками и называется «Черная вдова». Дело в том, что когда ее доставили во Францию из Техаса, она была полна пауками. У нее, кроме этого, очень оригинально сделан сигнал. Посмотрите, звук идет не просто из трубки, а из змеиной открытой пасти. Черно-белый американский Пейдж. На нем в свое время папа римский Пий XI впервые совершил автомобильную поездку за пределы Ватикана. Советники папы понимали, что повозки на лошадях уходят в прошлое, и надо становиться современными. Эта машина стала первым папомобилем. И еще один гоночный автомобиль с таким огромным двигателем. Многие авто из этой коллекции снимались в художественных фильмах. Например, вот этот. Это одна из машин, которая снималась в «Титанике». И тем самым вошла в историю. Знаменитая любовная сцена в автомобиле. Этот большой многоместный автомобиль, итальянская ланча, также герой многих фильмов, имеет необычное переговорное устройство между водителем и пассажирами. За спиной водителя находится труба, которая проходит через стеклянную перегородку к пассажирам. Такая себе слуховая труба. Рядом на манекене наряд пассажирки этого авто. Меха, драгоценности. В то время было модно не только себя, но даже свои автомобили украшать роскошными и дорогими деталями. В этой коллекции есть еще и гангстерский автомобиль. Он был приобретен в Чикаго со следами от пуль. Это Студебекер. Очень мощный автомобиль, любимая машина гангстеров из-за прочности и скорости. Аль Капоне, самый знаменитый мафиози того времени, очень любил эту модель. Следы от пуль, к сожалению, были удалены с этого автомобиля реставраторами. Очень жаль. Но зато мы видим, как выглядел этот автомобиль в лучшие свои годы. И как выглядели женщины, разъезжающие на нем. А это, можно сказать, автомобиль ручной работы. Его расписала знаменитая французская художница Соня Делане в 20-х годах. Имея собственную выставку в Лувре, она положила начало тенденции раскрашивать автомобили, которая продолжается и сегодня. А это уже пошли автомобили для див кино и искусства. Роскошно, но без вычурных элементов. Лаконично и грациозно. Обязательно наряд соответствующий. И есть даже фотография владелицы этого авто именно в этом наряде. А этот автомобиль знал Марлен Дитрих. Она снималась с ним в фильме «Голубой ангел». Очень не кстати прозвучало объявление на перерыв. Еще ладно бы час, так ведь здесь сиеста по 2-3 часа. Очень неудобно так разбивать день. Но мы только вошли во вкус, уходить никак нельзя, поэтому подождем во внутреннем дворике музея. Здесь продаются сырники, причем они здесь так и называются – сырники. Но сырников не оказалось в наличии, к сожалению. Поэтому пьем смузи и ждем открытия музея в тени деревьев. Возвратившись на выставку после сиесты, нас ждал сюрприз. Мы познакомились с самим владельцем этих машин, коллекционером и одновременно директором музея. Оказывается, хозяин этого всего богатства португалец Жоао Магальяеш, и все экспонаты принадлежат ему. Узнав, что нам очень понравилась выставка, он провел нас в служебное помещение и показал нам целый склад дизайнерских нарядов разных эпох, которые не выставлены в музее.
Ого, шляпки даже на потолке и очень-очень много нарядов от знаменитых кутюрье со всего мира. Но почему же не открыть было этот музей в родной Португалии? Дорогая аренда и налоги. И вообще, лучше всего вести бизнес в Америке. Сам сеньор Жоао разговаривает на нескольких языках и вообще очень приятный человек. Он дал нам свою визитку, и я пообещала выслать ему свое видео про его музей. Очень приятное знакомство, видно, что человек душу вкладывает в свое дело. Ну а мы продолжим. Во время расцвета автопрома шляпы для мужчин и женщин были обязательным основным элементом одежды. И сеньор Жоао на протяжении всей жизни собирал эту коллекцию, которая, как мы теперь знаем, выставлена здесь не полностью. Не зря в музее соединены воедино эти два направления – мода и автопром. В начале 20-х годов произошел взрыв расцвета и того, и другого. И хотя в начале автомобили могли позволить себе далеко не все, то к концу 1920-х годов стали уже выпускаться небольшие машины с очень простым дизайном для людей с меньшей покупательской способностью. Это были народные автомобили, и здесь мы можем видеть несколько моделей этого класса. Эти три предназначались для адвоката, священника и доктора. И даже трехколесный автомобиль, совсем простенький, под мягким брезентом, который, я думаю, могли себе позволить уже многие. Не знаю, смогла бы я туда поместиться. Есть здесь и маленький автомобиль с глазками, прообраз старичка автомобиля из мультфильма «Тачки». Это Fiat Topolino, с итальянского переводится как «мышонок». Он был очень популярен в 30-х годах во всем мире. И вот еще спрятались три маленькие трехколесные машинки. Одна из них, кажется, гоночная. Ого! Ну и похожая на маленький трехколесный трактор. Какие же они все милые! По сравнению с ними, машины представительского класса смотрятся огромными блестящими монстрами. Вот, например, эта машина для бедной девочки. Это 12-цилиндровый Rolls-Royce, любимая машина Барбары Хаттон. Наследница торгового магната, она 7 раз выходила замуж, и ее называли «маленькая бедная девочка». Вы только загляните в салон этой машины, там есть даже встроенный бар. А это уже салон другой машины. Это любимый автомобиль Федерико Феллини. Вот за таким рулем он наслаждался поездкой. Минимум ярких деталей. А это большая, но необычная по форме машина, это официальный автомобиль Белого дома во времена правления Рузвельта. Нельзя не упомянуть вот эту машину. Ее достали из-под завалов после Первой мировой войны. В сиденьях до сих пор хорошо видны следы от пуль. Ее специально оставили без реставрации. Ну а рядом опять мы видим маленькую машинку на 3 колесах и с заводиком впереди. Завел и поехал. А эта мощная машина использовалась в пропагандистских целях на параде у Муссолини. Огромный размер можно прочувствовать только находясь рядом с ней. Боюсь, что видео это не передает, к сожалению. А этот американский автомобиль не смотрится так величественно, потому что хоть и огромный, но слишком приплюснутый какой-то, на мой взгляд. Это «Шевроле» похоже сзади даже на ракету. На капоте жуткий череп. Нет, мне больше нравятся вот такие фигурки. У многих машин интересные названия. Серебряный автомобиль, вот этот, назван «Сладкий малыш», а рядом бело-голубой зовется «Полуденный дьявол». Машина необычна тем, что руль находится посередине, и водитель мог по бокам посадить 2 женщин, как романтично. А этот Allard England знаменит тем, что в легкую английскую машинку поместили большой американский двигатель, что позволило ей выиграть ралли Монте-Карло в 1952 году и ралли Португалии.
Этот желтый Citroën носит грозное название «французская акула». Эти машины уже не такие громадные, как предыдущие, что мы видели, но зато у этих имеется вместительный багажник. Автомобиль бизнес-класса имел уникальную гидросистему по тому времени. Он занял 3-е место на конкурсе «Автомобиль года». А производство этого автомобиля было вдохновлено Сальвадором Дали. Поэтому усики вот эти – повторение усиков знаменитого художника. И звезда во лбу. Наряд подходит и под этот автомобиль, и под следующий. Это просто белый монстр какой-то. С трубами по обеим сторонам. Очень странный автомобиль. С маленькими окошечками. Это Корт 1937 года. И вот еще такой же Корт с трубами инновационного дизайна. Эта машина была фаворитом такой неординарной личности, как Амелия Эрхарт, американская писательница и пионер авиации. Она погибла во время своей попытки облететь на самолете весь мир. Когда коллекционер приобрел Корт, он был в очень плохом состоянии, а внутри был чемодан с инициалами АЭ. Может, он принадлежал Амелии Эрхарт? А на такой машине ездила Грейс Келли, принцесса Монако. И еще 12-й президент Португалии. Это была его официальная машина. Американский Кадиллак 1947 года под названием Трансатлантический. Основной изюминкой этой машины было то, что она кушала нереально много топлива – 30 литров на 100 километров. В то время не было столько заправочных станций в Европе, чтобы накормить такого монстра. Зеленая машинка тоже США. Ford 1955 года под названием Ford снова летает. Один из его владельцев – 3-й муж Мерлин Монро, драматург Артур Миллер. Розовый Кадиллак 1959 года под названием Апогей. Я бы лучше его назвала машинка для Барби. Тем не менее, этот автомобиль лучше всего представляет американскую культуру. В нем все чересчур. Почти 6 метров длина, огромные крылья, складная крыша, горы хрома и гигантский капот. Он снимался в огромном количестве фильмов. Эту белую машину компания Prada использовала в маркетинговых целях, то есть девчонок катала в рекламе. Хорошее дело. Наряд уже так себе, а этот Кадиллак носит название «Величие». Был создан для тех, кто искал комфорт, высокую производительность и класс. Стоил он $3500. Вспомним первый гоночный автомобиль в начале выставки, который стоил $700. А это красная Мазератти 50-го года, известна как машина плейбоев. Один из ее владельцев был итальянский принц одной из самых известных аристократических семей, настоящий плейбой. Бентли золотистого цвета постоянно арендовалась знаменитостями и миллионерами международной элиты для проведения мероприятий и вечеринок. Не все могли себе позволить проехаться на такой машине, а вот актеры, модели, певцы и певицы были самыми частыми клиентами. В 50-е годы производство автомобилей увеличилось в 3 раза, родился рок-н-ролл, на радио и телевидении вспыхнули звезды – Мерлин Монро, Элвис Пресли, Битлз, Роллинг Стоун. Началось время Дольче Вита. И мы видим сейчас вот эти Бентли, которые выпускались для лондонской аристократии, Ягуары для лондонских финансистов и такая замечательная пироженка. Rolls-Royce называется «Сила цвета». Эту красоту спроектировал и потом лично водил Джон Леннон. Битлз использовал ее на пике своего успеха. А это самая блестящая машина из всех. Этот черный Rolls-Royce украшен стразами Сваровски. Я бы сказала не стразами, а целыми камнями Сваровски. Но очень вычурный автомобиль. Мне кажется, он мог бы ослепить встречный транспорт. Я просто вижу, как Элизабет Тейлор в этом сверкающем платье садится в этот сверкающий Rolls-Royce вместе с Майклом Джексоном. Ну для кого еще подойдет подобный автомобиль? А этот Rolls-Royce,
кузов которого частично сделан из дерева, предназначался для охоты аристократов и был популярен среди британских офицеров, дислоцированных в Индии. На этой машине Джим Корбет, опытный охотник на зверей-людоедов, охотился на тигров и леопардов. Он был охотник, подполковник, натуралист и писатель. В память о нем здесь хранится шкура леопарда, которого поймали на Гоа, тогда еще португальской колонии. А это дань уважения рок-исполнителям, которые вошли в историю не только своей музыкой, но и своим стилем жизни и одеждой. А это Ford, США, 1932 год, с такими странными колесиками и красочным черепом на капоте. Этот зал посвящен тюнингу, который иногда получается целым произведением искусства. Это оранжевое чудо вообще непонятно, что такое, хотя сбоку смотрится получше. Корвет, США. В 1967 году она победила в гонке со скоростью 270 км в час. Серый Ford с оригинальной рукой на капоте и со стразами Сваровски. Следующая машина называется «Бомба». Видимо, имеется в виду впечатление от нее. Бомба. Нагромождение чего-то непонятного, как по мне. Да уж, такую на дорогах нельзя не заметить. И Кадиллак в ковбойском стиле. 1961 год, называется «Американский путь». А сейчас мы заходим в особенный, единственный в своем роде зал, который посвящен альтернативным источникам энергии. Посмотрите, это паровой автомобиль 1910 года. И электромобиль 1916 года, так что не надо говорить, что это современное изобретение. Эта машина управлялась не рулем, а рычагами и достигала скорости 25 км в час. Это был идеальный автомобиль для женщин, так как его легко водить, чисто, бесшумно и никаких запахов. И уже тогда был выбор, по какому пути пойти в развитие автопрома. Но тогда нефть была модной и перспективной, а жаль, сейчас бы не было проблем никаких. Вот такие два рычага, вот и все управление, что еще надо? Руля нету, водительского места нет, одни сиденья. Rolls-Royce, Англия, 27 год. После Первой мировой Rolls-Royce представил этот уменьшенный и более доступный вариант для более молодой и современной аудитории. Серебряный призрак. Серебряный, потому что серебряный, а призрак, потому что тихий, бесшумный. Паровые или электрические автомобили были разработаны еще в 1900 году. Например, инженер из Брюсселя Камиль Женадзи преодолел порог скорости в 100 км в час на своем электрическом Джамаес Контенте. Его детище находится в музее Турина. А какие же виды энергии мы будем использовать в будущем? Посмотрим на этот прототип космического корабля. Эта немецкая машина на солнечных батареях получила приз за самый красивый солнечный автомобиль в мире. Кузов автомобиля покрыт панелями, которые преобразуют солнечный свет в электрическую энергию, заряжающую батареи. Или вот этот черный автомобиль, вдохновленный фильмом «Звездные войны», который работает на сжатом воздухе, запасенном в баллонах. Такой привод называется пневматическим. Рядом костюмчик соответствующий. И мы переходим к следующей машине будущего, которая работает за счет водного электролиза. Получается, что она может вырабатывать топливо из ввозимого запаса воды. Этой машине нет аналогов в мире. Ну а теперь мы посмотрим машины высочайшего класса, которые могли позволить себе только звезды, как, например, этот черный Ягуар 1954 года под названием «Черная кошка». Машина была настолько востребована, что очередь на нее составляла не менее 2 лет. Следующей итальянской Альфа-Ромео владел король Египта Фарук I, у которого вообще-то было около 100 автомобилей. Однажды он приказал все их перекрасить в красный цвет и запретил другим иметь красные автомобили. Фарук развлекался тем, что ездил по Кипру и стрелял по колесам других машин.
Это был конец 40-х годов, а в 50-х появился этот первый полуспортивный Mercedes Легенда или крыло чайки. И правда, с открытыми дверьми он похож на огромную птицу. В свое время этот автомобиль выиграл множество гонок. И машина самого первого Джеймса Бонда Астон Мартин. Кроме Бондианы с Шоном Коннери, этот автомобиль снимался еще в казино Рояль и завтра не умрет никогда. А эта модель Ягуара была представлена в Женеве в 1961 году и была признана самой красивой машиной всех времен и народов по опросу Daily Telegraph. А Энцо Феррари заявил, что это самая красивая машина, которую когда-либо он видел в своей жизни. Это для меня удивительно и непонятно. И заканчивается эта замечательная выставка брутальным автомобилем. Это Моррис Минор, британский семейный автомобиль эконом-класса 1948 года. Это первый британский автомобиль, проданный более 1 миллиона единиц. Достоверно неизвестно, что с ним случилось, но решено было оставить ее в таком состоянии, чтобы было понятно, в каком виде иногда попадали в руки реставраторам старые автомобили. В заключение еще мы посмотрим на Мисс Вандефул. Это грациозный скелет в самоцветах, символ того, что ничто не заканчивается, а только перестраивается, адаптируется и трансформируется, как автомобили и как мода. Спасибо большое сеньору Жоау Магальяеш и его команде реставраторов за воссозданную красоту. Рекомендую всем отдыхающим в Малаге воспользоваться возможностью побродить среди представленных здесь раритетных авто. Ведь смотреть на красивые автомобили – это настоящее эстетическое удовольствие. А я прощаюсь с вами, всем всего хорошего и до новых интересных встреч!